Привет, Арми, добро пожаловать обратно на мой канал. Сегодняшний прямой эфир ошеломил фанатов, потому что Ви неожиданно упомянул нечто, что, по мнению многих, может быть связано со слухами об отношениях Чингука. Официально ничего не подтверждено, но то, как Ви ответил на некоторые вопросы, взорвало интернет за считанные минуты. Некоторые фанаты считают, что он пытался развеять слухи. Другие полагают, что он намекал на то, чего мы никогда не должны были знать. Так что же именно он сказал? И почему люди вдруг убедились, что это как-то связано с предполагаемой девушкой Чингука? Давайте разберем каждую деталь, начиная с момента начала прямой трансляции, момента, когда все изменилось. Комментарии уже были переполнены, когда начался прямой эфир. И все же никто не ожидал, что Ви взглянет на экран с этой тихой полуулыбкой, той самой, которая всегда создает ощущение, будто он скрывает за глазами десяток мыслей. Его голос был спокойным, почти слишком спокойным, как будто он подбирал каждое слово с невероятной точностью. Несколько секунд он молча читал комментарии, медленно прокручивая их, позволяя фанатам гадать, что именно он ищет. Затем выражение его лица изменилось. Едва заметно, но достаточно, чтобы десятки тысяч сердец замерли одновременно. Кто-то задал этот вопрос, тот самый, который, как все знали, рано или поздно появится. Хотя никто не ожидал, что он действительно ответит на него, он наклонился ближе к камере, словно ему нужно было убедить себя, что это действительно происходит, и тихо сказал: опять слухи». В его тоне не было раздражения, но в нем чувствовалась какая-то тяжесть, что-то невысказанное. Как будто это был не первый раз, когда он это видел, и уж точно не последний. Чат взорвался. Сообщения летели быстрее, чем глаз успевал за ними следить, но Ви лишь мягко покачал головой, почти с улыбкой, почти устало. «Люди многое себе представляют», — добавил он тихим и странно эмоциональным голосом. «Но иногда это действительно просто фантазия». В комнате воцарилась тишина, по крайней мере, так казалось, хотя тысячи комментариев все еще продолжали появляться на экране. Пауза в его тоне, то, как он смотрел вниз, а не вперед. В этом было что-то личное, что-то деликатное, что-то, что он явно не хотел говорить прямо. Но затем он сделал что-то необычное. Он тихо, коротко рассмеялся, смех, который был совсем не смешным. «Думаю, людям просто слишком нравятся романтические истории», — продолжил он почти шепотом. «Даже когда они нереальны». Но вместо того, чтобы успокоить ситуацию, эти слова сделали все в 10 раз громче. Если это было нереально, почему он казался таким нервным, произнося это? Почему он постоянно поглядывал в сторону, словно проверяя свою реакцию? Некоторые фанаты поклялись, что увидели вспышку разочарования в его глазах. Не гнева, никогда гнева, а чего-то близкого к беспокойству. Другие считали, что он скрывает нечто совершенно другое, что-то, что он не мог объяснить в прямом эфире, который смотрел весь мир. Он снова замолчал, отводя взгляд от камеры, нежно прижимая пальцы к губам. На мгновение показалось, что он вот-вот скажет что-то еще, но он этого не сделал. Вместо этого он позволил тишине говорить за него. И как раз когда все думали, что тема на этом исчезнет, он добавил последнюю строчку, тщательно выверенную, почти отрепетированную, но дрожащую от чего-то болезненного. Пожалуйста, не делайте предположения о ком-либо только на основании того, что, как вам кажется, вы видели. О ком-то, не о нем. О ком-то близком. О ком-то, кто не просил внимания. Неуверенность была преднамеренной, или, может быть, случайной. Никто не знал. Но одно было мучительно ясно: он обращался не просто к фанатам. Он обращался к кому-то, кто, возможно, молча наблюдал издалека, не зная, как эта внезапная буря обрушится на них дальше. После этого прямая трансляция продолжилась, но никто из зрителей не остановился. Раздел комментариев замер. Люди продолжали перечитывать эти несколько предложений, пытаясь прочитать между слогами, каждым вздохом, каждым движением его лица. Потому что впервые это прозвучало не просто как небрежное отмахивание, это прозвучало как сообщение, предупреждение или, возможно, признание, тщательно замаскированное под отрицание. И вопрос запал глубже, чем когда-либо.
Если ничего не было по-настоящему, почему все чувствовали, что что-то изменилось? Прямой эфир, казалось, вернулся к нормальному режиму. Рекомендации песен, шутливые отсылки, небольшие новости о его дне, но все уже никогда не было прежним. Каждый раз, когда он делал паузу, даже на секунду, зрители затаивали дыхание, ожидая, что последует дальше. Где-то посреди ответов на безобидные вопросы о музыке он прочитал еще одно сообщение. На этот раз его веки слегка задрожали, ровно настолько, чтобы это заметили. Комментарий не был агрессивным, просто любопытным. Чингук в последнее время счастлив. Простой вопрос, но в этот вечер уже ничто не казалось простым. Ви медленно вдохнул, сделал паузу, которая показалась слишком долгой, и мягко ответил: у него все хорошо. Просто так. На этот раз без улыбки. Без легкого тона. Только спокойная уверенность, почти защитная. Комментарии снова разлетелись, но он никак не отреагировал. Вместо этого он отвел взгляд, словно его мысли унеслись куда-то далеко за пределы камеры, куда-то, куда его голос не мог последовать. В нем чувствовалась странная отстраненность, словно он шел по краю чего-то хрупкого, чего-то, о чем ему нельзя было говорить прямо. Затем появилось еще одно сообщение. Он с кем-то? Он медленно моргнул. На мгновение между бровями образовалась тонкая складка. На камеру он выглядел не как кумир, а как друг, пытающийся выбрать между честностью и молчанием. После долгой паузы он ответил: каждый заслуживает своего времени и своего пространства. Ни опровержение, ни подтверждение, лишь тонкая грань между правдой и слухами. Он продолжал читать комментарии, но что-то внутри него изменилось. Его дыхание стало легче, затем глубже, словно он контролировал что-то внутри себя, чего зрители не могли видеть. На мгновение он чуть не произнес имя. Он начал с тихого «он», затем остановился и сжал губы. Не имя Чингука, чье-то другое. Имя человека, которого не было в комнате. Имя человека, о котором слишком часто упоминали за ее пределами. Фанаты сразу это заметили. Они всегда это замечают. Но Ви просто снова покачал головой, почти незаметно, словно говоря себе что-то, что не мог произнести вслух: не произноси ее имя. Атмосфера накалилась. Даже фон внезапно стал тише, словно вся комната осознала разговор, происходящий в миллионах домов по всему миру. Затем, осторожно изменив тему, он заговорил о приватности, о том, что каждый, независимо от того, кто он, заслуживает немного покоя, немного дистанции, немного защиты от бесконечного любопытства мира. Но его голос слегка дрожал во время этих слов. И эта дрожь говорила больше, чем любой прямой ответ мог бы раскрыть. Потому что иногда молчание – это не отсутствие правды. Иногда молчание – это та часть правды, с которой мы не готовы столкнуться. Когда он снова посмотрел в камеру, его глаза казались задумчивыми, почти эмоциональными, словно он хотел, чтобы люди что-то поняли, не заставляя его объяснять. Комментарии замедлились настолько, что он снова увидел повторяющийся вопрос о Чингуке, о счастье, о ком-то, и тихо, почти как случайно вырвавшийся шепот, он пробормотал: «Просто будьте к нему добры». Никто точно не знал, кого он имел в виду, но внезапно все почувствовали, что знают. В тот момент, когда Ви прошептал эти нежные слова, прямая трансляция погрузилась в тишину, которую никто не мог объяснить. Это была необычная игривая пауза при чтении комментариев. Скорее, он словно замер между двумя решениями, из которых невозможно было выбрать. Он снова опустил взгляд, легко постукивая пальцами по ноге, бессознательный ритм, словно пытаясь успокоить мысли, которые отказывались замолчать. На мгновение на экране появилась лишь половина его лица, но даже эта половина выглядела странно противоречивой. Фанаты пытались разрядить обстановку шутками, смайликами, небольшими комплиментами, но он лишь слабо улыбался, улыбка, которая не доходила до глаз. Кто-то спросил о новой музыке, и он вежливо ответил. Однако его тон стал каким-то отстраненным. Каждый слог казался тщательно выверенным, словно каждый мог случайно раскрыть что-то, что он не должен был проболтаться. Затем появилось сообщение: «Вы выглядите эмоциональным». «Вы в порядке?» Он моргнул, на мгновение удивленный.
Слишком честный. Слишком открытый. «Я в порядке», — сказал он, но слова прозвучали мягко, не так, как обычно, в его беззаботной успокаивающей манере. Иногда вещи просто остаются в памяти. Он не сказал, что именно, или кто, но намеки были достаточно сильными, чтобы зрители почувствовали, что этот вечер отличается от всех предыдущих. Он снова начал говорить тихо. Бывают моменты, когда люди слишком много говорят о чем-то и забывают, что речь идет о реальном человеке. Реальном человеке, не о слухах, не о заголовках. О ком-то, кто этого не просил. Его взгляд опустился, в комнате стало тусклее, тени коснулись его лица. Комментарии были полны беспокойства. Кто? Что случилось? Почему он звучит так обиженно? Но чем больше людей спрашивали, тем мягче и настороженнее он становился. Он продолжал читать сообщение, но внезапно у него перехватило дыхание на полуслове, едва заметно, но достаточно, чтобы снова изменить атмосферу. Он медленно откинулся назад, слегка прищурив глаза, словно кто-то в комментариях задел его за живое, чего он отчаянно пытался избежать. «Я просто надеюсь, что люди поймут», — сказал он, выдыхая. Иногда защитить кого-то означает говорить как можно меньше. Он не уточнил, кого имел в виду. Ему это было не нужно. Зрители чувствовали историю, которую он отказывался рассказывать, правду, скрытую за мягкой завесой осмотрительности. Что-то личное, хрупкое и деликатное. Затем, словно поправляя себя, он быстро добавил: «В любом случае, это несерьезно. Пожалуйста, не раздувайте из этого проблему». Но, конечно, это только усугубило ситуацию. Потому что человек, который действительно хотел бы что-то опровергнуть, не выглядел бы так, будто изо всех сил пытается сдержаться, чтобы не произнести остаток предложения. Он снова улыбнулся, слабо, устало, добро, и как раз когда он собирался продолжить, появился еще один вопрос. Тот самый, которого все ждали, но боялись услышать вслух: «Вы пытаетесь его защитить?» Его взгляд переместился, губы приоткрылись, и затем, прямо перед тем, как ответить, он закончил прямой эфир. Не прощание. Не объяснение. Просто внезапный, тихий конец. Как будто то, что он собирался сказать, могло изменить все так, как он не был готов. И эта незавершенная последняя секунда лишь усилила загадку, сделала ее еще более тяжелой, оставив миллионы людей смотреть на темный экран, который казался громче любых его слов. Потому что иногда самая важная часть истории – это та, которая прерывается прямо перед тем, как она вырывается наружу. Когда вы будете готовы, я могу продолжить 4-ю главу с еще большим эмоциональным напряжением и более глубокой загадкой. Тишина после того, как экран погас. Когда прямая трансляция внезапно оборвалась, это ощущалось не столько как конец, сколько как захлопнувшаяся дверь. Фанаты смотрели на свои экраны в замешательстве, надеясь, что это просто сбой Wi-Fi или случайное касание. Но прошли секунды, затем минуты, и ничего не вернулось. Комментарии продолжали литься в пустое пространство, отчаянные и беспокойные, как будто достаточно громкие разговоры могли вернуть его обратно. Но тишина заменила все. Это было не просто неожиданно. Это казалось преднамеренным. Некоторые зрители пытались успокоить других, шутя о технических проблемах, но большинство почувствовали что-то другое в воздухе. Винни исчезал просто так. Он всегда прощался. Он всегда улыбался перед тем, как отключиться. Он всегда оставлял после себя тепло. Но сегодня это тепло ускользало задолго до того, как экран погас. В считанные минуты социальные сети взорвались. Фрагменты его последних слов распространились как лесной пожар, скриншоты, замедленные видео, подписи, пытавшиеся расшифровать эмоции в его голосе. Некоторые настаивали, что он звучал как защитник. Другие утверждали, что он звучал убитым горем. Некоторые считали, что он скрывал гнев. Но все сходились в одном: он почти сказал что-то важное, что-то, что он решил проглотить в последнюю секунду. И люди точно знали, когда это колебание взяло верх, сразу после вопроса о том, защищает ли он Чингука.
Эта единственная фраза бесконечно повторялась. Иногда защита кого-то означает говорить как можно меньше. О какой защите он говорил? От слухов? От внимания? От того, кто слишком пристально наблюдает за кулисами? Ни у кого не было ответов, но все почувствовали перемену. Прошли часы, но атмосфера не ослабела. Наоборот, она становилась все тяжелее, словно кульминация, растянувшаяся на всю ночь. Некоторые фанаты верили, что трансляция возобновится в любой момент, возможно, Ви просто посмеется над этим. Другие ждали поста, сообщения, чего угодно. Но ничего не последовало. Ни слова. Ни одного обновления. Только запечатленный взгляд на его глазах перед тем, как он отключился, глаза, полные неуверенности, противоречивых чувств, словно молящие о чем-то, чего мир не видит. И пока люди бесконечно спорили о значении и интерпретации, тихонько начала циркулировать странная мысль. Может быть, он закончил трансляцию не только из-за вопроса. Может быть, кто-то другой связался с ним лично. Может быть, он увидел что-то в комментариях, на что ему не разрешили ответить. Может быть, молчание было не выбором, а реакцией на что-то происходящее вне поля зрения. Фанаты приблизили последний кадр перед тем, как экран выключился, пытаясь разглядеть отражение, взгляды, что угодно. Некоторые утверждали, что он посмотрел в сторону, как будто кто-то вошел в комнату. Другие настаивали, что выражение его лица изменилось прямо перед тем, как он нажал кнопку «Завершить». Никто не мог прийти к единому мнению о том, что произошло на самом деле, но все чувствовали эмоциональную тяжесть, все еще витающую в темноте. Потому что иногда самый показательный момент – это не то, что кто-то говорит, а внезапная тишина, когда он замолкает. Пока мир пытался понять эту тишину, вопросы только множились, громче, глубже и не отпускали. Следующее утро было странно тихим. Никаких обновлений. Никаких случайных постов. Даже простого приветствия. Фанаты проснулись в ожидании разъяснений, может быть, безобидного объяснения проблем с интернетом. Но ничего не было. Ни единого слова. Вместо этого двигались только предположения. Темы множились. Теории сталкивались. И каждый мельчайший момент из прямого эфира анализировался как доказательство тайны, которую никто не хотел разгадывать, но которая, тем не менее, всех затягивала. Сразу после окончания прямой трансляции люди начали замечать кое-что еще. Несколько аккаунтов утверждали, что видели что-то, уведомление, короткое сообщение, отразившееся на экране. Что-то, что появилось и исчезло слишком быстро, чтобы это запечатлеть, но достаточно, чтобы оставить след в памяти тех, кто клялся, что заметил это. Не сообщение, которое он написал, а сообщение, которое он получил. Некоторые говорили, что это просто оповещение от друга. Другие были уверены, что он получил личное предупреждение, что-то по поводу темы, о том, что он собирался сказать. Простое совпадение возможно. Но совпадения редко ощущались как совпадение. Прошли часы. Тишина продолжалась. И, наконец, что-то произошло, один пост. Не от него, а старая фотография его и Чингука снова начала распространяться, поднимаясь на вершину лент, как будто судьба вернула ее в фокус. Комментарии под ней теперь были другими. Менее игривыми, более нерешительными, почти осторожными. Люди больше не шутили так, как раньше. Они анализировали. Они искали смысл. Была ли прямая трансляция как-то связана с этой фотографией? Что-то происходило за кулисами, о чем никто из них не должен был знать? Под фотографией самый популярный комментарий гласил, он выглядел обеспокоенным. Это из-за него. Ни имени, только он. Все как-то поняли. Позже днем анонимный аккаунт опубликовал что-то загадочное. Никаких доказательств, ничего поддающегося проверке, и все же достаточно, чтобы почти мгновенно встревожить тысячи людей. Иногда молчание означает «да». Никакого контекста. Никаких объяснений.
Просто предложение, витающее в цифровом пространстве, достаточно расплывчатое, чтобы его можно было отрицать, и достаточно ясное, чтобы подразумевать все. Люди спорили, значит ли это вообще что-нибудь, но момент казался слишком резким, чтобы игнорировать. И как раз когда фанаты начали успокаиваться, убеждая свои сердца, что все это лишь преувеличение, тихо, мягко, почти как шепот, проникающий в переполненную комнату, начал распространяться новый слух. Кто-то утверждал, что за прямой трансляцией Ви следили. Кто-то другой утверждал, что ему было запрещено говорить определенные вещи. Кто-то настаивал, что он закончил прямой эфир, потому что слишком приблизился к тому, о чем не следовало говорить. Никаких доказательств. Только череда моментов, которые уже не казались случайными. Потому что больше всего люди боялись не того, правдивы ли слухи, а того, доказывает ли его молчание, что это никогда не было просто слухом. И вопрос, который никак не хотел умирать, был тем, который никто больше не осмеливался произнести вслух. Если ему не положено было об этом говорить, что именно он скрывал? В тот вечер, как раз когда фанаты начали смиряться с молчанием, произошло нечто неожиданное. Начал распространяться короткий аудиоклип. Кто-то записал последние секунды прямого эфира на экран и усилил звук, скрытый под шумом. Прямо перед тем, как экран погас, послышалось что-то едва различимое, на этот раз не уведомление, а звук. Одиночная вибрация, как вибрация телефона во время звонка. Большинство людей вообще бы этого не заметили. Но теперь, когда кто-то указал на это, интернет снова и снова воспроизводил это в замедленном режиме. И каждый повторный просмотр делал концовку менее случайной. Некоторые утверждали, что звонок поступил сразу после вопроса о защите Чингука. Другие думали, что Ви взглянул в сторону из-за этого. Несколько человек поклялись, что слышали, как он что-то прошептал сразу после звонка, слишком тихо, чтобы расслышать, но достаточно, чтобы породить 1000 теорий. Время звонка казалось невозможным игнорировать. Звонок прямо тогда, именно в тот момент, когда он замешкался. Кто-то проверял, как у него дела? Предупреждал? Говорил ему остановиться? Никто не знал.